Всем привет, друзья! С вами Калипсо и традиционно наряженная елочка позади меня. Наряженная, кстати, только вчера. А сегодня я подумала, что раз елка стоит, значит пора. Пора записывать свое новогоднее президентское обращение к вам, мои дорогие слушатели. И, как всегда, я, наверное, не смогу сказать коротко, потому что, подумав, а что же мне, в общем-то, вам говорить, я внезапно осознала, каким насыщенным для меня был 2018 прошедший год. Знаете, в прошлом году я говорила, что наступает год собаки, это мой год. И он действительно был моим. Прошедший год подарил мне много разнообразных, хороших событий. И вспоминая их все, я понимаю, что этот год действительно был насыщенным. И мне бы хотелось вспомнить, что же такого примечательного произошло со мной в этом году. А произошло реально много. Во-первых, я в начале года внезапно увлеклась кей-попом. Думаю, те, кто следил весь этот год за моим творчеством на канале, те это заметили. И я не знаю, конечно, это к вашей радости или к разочарованию, но это случилось. Я увлеклась кей-поп-группой BTS, которые изменили мою жизнь. Может быть, это громкие слова, но это действительно так. Во-первых, смотря на них, я училась не бояться себя показывать, не бояться себя раскрывать, не бояться пробовать себя в том, что не получается, если мне это нравится. Почему нет, если это мне нравится? Вот так вот я решила. Я увидела, насколько они живут под прицелами камер, как они перестали этого бояться, замечать, стесняться. И мне действительно тоже как-то стало немного легче, что ли, снимать видео. Потому что раньше, я говорила, грубо говоря, раз в год во время поздравления. Это для меня был какой-то, трудный момент. Потому что подобрать слова, красиво это все сказать, для меня немного сложно. Я привыкла петь, играть, и, в общем-то, все. Но, посмотрев на BTS, на то, насколько они естественны во всем, что они делают, я поняла вдруг, чего я так парюсь? Это я, со своими косяками, со своими какими-то привычками, и я себя не смогу изменить. Нужно попытаться себя показать такой, какая я есть, полюбить себя такая, какая я есть. И это действительно потихоньку происходит. И не могу сказать, что для меня это стало каким-то открытием Америки, вот эта вот истина, что нужно любить себя. Но к этому нужен какой-то толчок. Я пытаюсь сейчас это делать. И, знаете, одно вытекает из другого. Полюбив творчество BTS, и не столько творчество, сколько их 7 мальчишек, немножечко продвинувшись вперед своими мыслями, самоосознанием, я смогла и осуществить, я смогла и воплотить себя в новом для меня жанре. Естественно, вы знаете, то, чем я очень сильно увлекаюсь, я не могу оставить творчество без каверов. Естественно, мне захотелось это все сделать, спеть, но не только спеть, еще и станцевать. А я уже говорила не раз, что танцевать я не умею, никогда этим не занималась, кроме таких дискотек, где-то там далекие 2000-е. Но я решила попробовать. И не просто попробовать, а выложить это на суд вам. И я рада, что есть люди, которым это действительно понравилось. Потому что мне было стрёмно, конечно, выкладывать это. Но я подошла немного с другой стороны, вы знаете с какой, и компенсировала недостаточность умением визуальными эффектами. Так что изменения, совершенные во мне. Первое – танцы. Я выпустила 3 танцевальных кавера. Один из них с моей любимой сестричкой, которую я тоже подсадила на бантанов. Вот это все вы могли видеть на моем канале. Осмелев для танцев, которые я записывала не сама с собой, мне помогал один мой хороший музыкальный знакомый в этом, я уже не настолько стеснялась, как стеснялась бы даже год назад, если бы я не увлеклась бантанами. Но я шагнула и дальше.
Второе, что я осуществила в этом году, я наконец-то записала, ну, если можно так сказать, клип на песню «Мисейнен» группы The Gazette, которую я очень давно хотела записать. На самом деле, эту идею я вынашивала около, наверное, 3 лет, но почему-то находились какие-то причины, почему я откладывала запись. Что-то звезды на небе не сходились. Но опять-таки, мой музыкальный друг помог мне осуществить эту идею. И если бы я не была достаточно смела, я бы ни за что не смогла записывать свои непонятные кривляния телодвижения посреди города. Но я это сделала. И результаты вы тоже могли видеть на моем канале. Пускай этот клип очень любительский и по качеству, и по сюжету. И идея, естественно, взята у самих ребят из The Gazette. Но я действительно горжусь проделанной нами работой. Кто молодец? Я молодец. Еще одним важным событием этого года было участие в группе DNA в качестве вокалистки. Это впервые, когда я, наконец, выступила с группой перед публикой. И это, знаете, совершенно другие ощущения от того, когда я выступаю сольно на музыкальных вечерах. Это другие ощущения от выпуска каверов. Это был другой опыт. Это был интересный опыт, и мне действительно понравилось. Знаете, я даже получила вот такой вот приз за лучший вокал. Вот моя прелесть. Это действительно вселило в меня уверенность, что я чего-то достою. Сейчас я продолжаю деятельность в группе, но больше в качестве гитаристки. И это тоже интересный опыт. Я надеюсь, что мы сможем в дальнейшем выступать. Я смогу вам это показать, и вы это тоже зацените. Я стараюсь не останавливаться на достигнутом, продолжать совершенствоваться. Мне, кстати, удалось в начале года получить один урок от замечательного педагога, замечательной вокалистки Екатерины Белобровой. Я тоже очень вдохновилась нашим разговором и занимаюсь, пытаюсь прокачивать свой вокал, насколько это возможно. Вы знаете, что я никогда не занималась этим профессионально, но я вижу изменения, пускай они медленные. Я начала пробовать себя не только в рок-жанре, не только в поп-жанре, но и благодаря опять тем же бантанам, еще и в рэпе. Это тоже для меня новый жанр, который я всю жизнь, мягко сказать, не переваривала, не воспринимала. Но благодаря бантанам мое отношение к рэпу изменилось. Мой самый большой вдохновитель — это Шуга Мин Юнги. То, как он выражает экспрессию своим рэпом, это действительно круто. И мне захотелось тоже попробовать себя. Ведь, как я всегда честно говорю, у меня проблемы с выражением эмоций во время исполнения. Я эмоциональный человек, но глубоко в себе. А как это выразить, я просто не понимаю. Но благодаря рэпу я пробую достать из себя вот этот весь клубок чувств и показать его вам. Надеюсь, когда-нибудь вы сможете насладиться чувственным исполнением какой-нибудь песни, а лучше всех последующих песен. Я действительно буду стараться. Надеюсь, мои слушатели не слишком ошеломлены моими бросками из крайности в крайность, от тяжеляка The Gazette до легкости поп-песен бантанов. Но вы знаете, что я делаю то, что мне действительно хочется. Знаете, об этом как раз таки говорит моя футболочка, мотивирующая футболочка. I do what I want to do. Я надеюсь, что каждый сможет это делать то, что хочется, то, что приносит удовольствие. Мне не хочется ориентироваться на какие-то тренды, на какие-то просьбы, а хочется получать удовольствие от того, что я делаю. Потому что когда я действительно загорелась, то меня не остановят никакие преграды. Я найду способ это все дело осуществить и показать вам, мои дорогие слушатели. Также отмечу еще одно важное событие этого года, которое не имеет отношения к творчеству, но имеет отношение к моим увлечениям. Я смогла побывать на фэнтези-мюзикле «Последнее испытание», и это действительно было моей мечтой тоже уже несколько лет. Я рада, что смогла ее осуществить, увидеть все своими глазами, потому что это было нереально круто. Вот такие события оставляют наиболее яркий след, который я помню долгие года. И это то, действительно, ради чего стоит иногда поднапрячься, но осуществить то, что хочется. Я надеюсь,
каждый в своей жизни сможет это сделать. В этом году также я выступила на Дне музыки в городе. Я выступала дуэтом, я выступала на туристическом конкурсе с лично переделанной песней Деспозито, которая тоже заняла первое место, чем я тоже очень горжусь. Было много приятных событий, оставивших яркие впечатления в этом году. Я верю, что наступающий 2019 год будет не менее ярким, не менее богатым на хорошие события. Поэтому я хочу искренне пожелать вам, чтобы и для вас этот год был таким же. Я желаю вам крепкого здоровья, творческого вдохновения. Желаю вам удачи во всем, что бы вы ни делали. Пожалуйста, продолжайте мечтать, потому что мечты действительно могут осуществиться. Но исполнение каждой мечты можно приблизить и своими руками. Любите себя, и тогда мир полюбит вас тоже. Еще я, конечно же, хотела бы сказать огромнейшее спасибо тем, кто был со мной этот год, тем, кто присоединился ко мне, тем, кто со мной остается на протяжении уже многих лет. Хочу сказать отдельное спасибо моим постоянным комментаторам, которых не пугают мои музыкальные эксперименты, которые с радостью воспринимают мое каждое новое видео. Действительно очень приятно творить и знать, что это найдет отклик. Спасибо тем людям, которые постоянно ставят мне антилайки. Знаете, во всем нужна стабильность, и это тоже неплохо. Хочу сказать огромнейшее спасибо моим родным, моим друзьям, которые всегда поддерживают мои сумасбродные идеи и даже иногда принимают в них участие, хотят они того или нет. Но благодаря им я могу творить дальше. Я нахожу в себе силы день ото дня. Моя благодарность к вам всегда не имеет границ. И знаете, я нашла свои прошлогодние каракули, и в этот раз решила попытаться их озвучить. Ну, как вы знаете, я берусь исполнять песни на разных языках, не зная их. Меня это никогда не останавливает. Это будет трудно, но я попытаюсь. Дякую, bedankt, благодаря ви, се, айте, grazie, дякую, thanks, merci, рахмет. Спасибо, gracias, аригато, дякую, dank, dziękuję, terima kasih, obrigada, kumawo, paldies, achu, mulțumesc, teşekkürler, kiitos, туда. Пожалуйста, будьте счастливы в Новом году. С Новым годом и Рождеством! Я люблю вас! Пока!